Привет, армия! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. В тот момент, когда это видео появилось, все изменилось. 2 ролика. Одна и та же комната, одна и та же военная форма, одно и то же жуткое время, и почему-то никакого объяснения. Фанаты думали, что это просто очередной случайный пост, пока не заметили детали, которые никто не должен был видеть. Кровать, ракурс, тишина между движениями. И внезапно то, что казалось обычным, стало выглядеть постановочным, или, что еще хуже, скрытым на виду. Почему Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук появляются, кажется, в одном и том же месте, в одной и той же одежде, почти в один и тот же момент? Совпадение или что-то, чего они никогда не собирались показывать? Потому что чем больше смотришь, тем больше все не сходится. А увидев однажды, уже не развидишь. Сначала люди пытались отмахнуться. Просто еще одно совпадение. Просто еще одна пара роликов, вырванных из контекста. Так всегда начинается, быстро отмахиваются, пролистывают, не смотрят слишком внимательно. Но на этот раз что-то отказывалось молчать. Потому что, когда кадры замедляются, когда движения сопоставляются бок о бок, появляется ритм, который кажется почти слишком точным. Время не случайное. Паузы не случайны. Это как 2 отдельных момента, сшитых воедино чем-то невидимым. А потом есть комната. Не просто похожая. Не просто похожая. Та же самая. Те же тени, падающие на ту же стену. То же расположение кровати, слегка помятой, как будто кто-то только что здесь побывал. Даже освещение кажется идентичным, мягкое, приглушенное, почти как будто снято с разницей в час, может быть, даже в несколько минут. Фанаты начали задавать вопросы, которые больше не могли игнорировать. Почему снимали в одном и том же месте, но никогда вместе? Почему носили одинаковую военную форму до мельчайших деталей, как будто это не просто совпадение, а общий выбор? И самый главный вопрос, почему кажется, что одно присутствие ощущается, даже когда на экране только один из них? Потому что, если присмотреться, есть моменты, которые не имеют смысла. Легкое покачивание одеяла. Пауза перед движением, словно кто-то реагирует на что-то за кадром. Взгляд не на объектив, а куда-то рядом. Тонкий, почти незаметный. Но как только это увидишь, игнорировать становится невозможно. Это создает напряжение, которому нет места в простом танцевальном клипе. Это кажется личным. Некоторые фанаты считают, что это всего лишь совпадение графиков, что они случайно оказались в одной комнате в разное время, взяли одну и ту же форму для удобства и снимали, не задумываясь. Но другие не убеждены. Потому что совпадения обычно не складываются так идеально. А энергия не лжет. В их движениях в этом пространстве есть странная знакомость. Как будто они слишком хорошо его знают. Как будто это не временно. Как будто это место, где они оба существовали не по отдельности, а вместе, просто не одновременно перед камерой. И вот тут-то теории начинают закручиваться в спираль. А что, если это не должно было быть расшифровано? Что, если эти фрагменты никогда не предназначались для одновременного просмотра? Потому что, как только это происходит, иллюзия рушится. 2 отдельных видео начинают ощущаться как фрагменты одного момента, который был разделен, отредактирован и выпущен по частям. И внезапно дело уже не просто в комнате. Дело в том, что произошло внутри нее. Тишина становится громче. Дистанция кажется преднамеренной. Отсутствие другого человека в каждом фрагменте начинает казаться не совпадением, а скорее решением, обдуманным решением. Потому что показать все было бы слишком очевидно. Но скрыть все – это вызвало бы еще больше подозрений. Поэтому вместо этого они оставляют ровно столько, сколько нужно. Ровно столько, чтобы люди задавали вопросы. Ровно столько, чтобы сомнения росли. Ровно столько, чтобы те, кто внимательно наблюдает, поняли, что это не случайность. Это никогда и не было случайностью. И, возможно, самое тревожное,
это не то, что мы видим. Это то, чего нам не позволяют видеть. Потому что если два человека могут так явно существовать в одном пространстве, в одной и той же идентичности, двигаясь в один и тот же момент, тогда настоящий вопрос не в том, были ли они там вместе. Вопрос в том, почему казалось, что их там нет. И как только этот вопрос возникает, он уже не отпускает. Нелегко. Никогда. Чем глубже люди всматривались, тем труднее становилось вернуться к неведению. Потому что закономерности не появляются один раз, они повторяются. Тихо. Постоянно. Почти как подпись. Как только кадры начали разбирать покадрово, обнаружилось нечто еще более тревожное. Это была уже не просто комната. Это была не просто униформа. Это была непрерывность. То, как складки ткани оставались неизменными на кровати. То, как свет падал на стену под тем же самым углом. Даже едва заметные тени у угла, похожие на что-то или кого-то, находящегося за пределами поля зрения. Ничто не сдвинулось настолько, чтобы предположить, что прошло время. Это означает, что либо все было воссоздано с невероятной точностью, либо времени вообще не прошло. И вот здесь повествование рушится. Потому что если оба фрагмента были записаны с... Если же окно тоньше, то разделение не настоящее. Оно искусственно создано, тщательно, намеренно. Как будто кто-то позаботился о том, чтобы эти два кадра никогда не оказались в одном месте, но и никогда не были полностью разделены. Контролируемое расстояние, а не отсутствие. Разница есть. Посмотрите, как меняется энергия между двумя клипами. Это едва заметно, но это есть. В одном атмосфера кажется тяжелее, как будто воздух уже занят. В другом – странная задержка перед началом движения, словно вы входите в пространство, которое еще не полностью опустело. Как будто вы пришли всего через несколько мгновений после того, как кто-то другой ушел или вообще не уходил. И еще есть деталь, которую почти все сначала упустили – время загрузки. Не случайное. Не разрозненное. Рассчитанное. Достаточно близко, чтобы связать их, достаточно далеко, чтобы избежать немедленных подозрений. Но когда они расположены рядом, иллюзия ослабевает. Промежуток кажется искусственным, словно что-то было намеренно отодвинуто на расстоянии, чтобы предотвратить наложение, но недостаточно, чтобы полностью разорвать связь. Почему? Потому что полное разделение было бы легко воспринято. Но это создает напряжение. Это пробуждает любопытство, но наказывает за уверенность. И именно это делает это опасным. Потому что как только люди начинают задавать правильные вопросы, вся структура начинает рушиться. Почему одна и та же обстановка? Почему один и тот же наряд? Почему одна и та же энергия, которая, кажется, отражается между двумя якобы отдельными моментами? И что еще важнее, почему кажется, что они осознают друг друга, даже когда они одни на экране? Есть микрореакции, которые не связаны с изоляцией. Пауза, которая ощущается как слушание. Легкий поворот, как будто признание чего-то за пределами кадра. Мерцание выражения лица, которое исчезает слишком быстро, чтобы быть случайным. Это уже не выступление. Это реакции. А реакциям нужен триггер. Так что же их спровоцировало? Потому что если это была не камера, то это должно было быть что-то или кто-то другое в той комнате. Возможность таится, неловкая и тяжелая. Неподтвержденная. Неопровергнутая. Просто существует в этом тонком пространстве между логикой и инстинктом. И именно это заставляет людей возвращаться. Не доказательства, а чувства. Что что-то не так. Что что-то было показано, но никогда не было продемонстрировано. Что то, что мы видим, лишь малая часть гораздо более масштабного момента, который никогда не должен был быть показан целиком публично. Потому что если бы он был целиком, не было бы вопросов. Никаких теорий. Никакого напряжения.
Но вместо этого есть лишь достаточное количество несоответствий, чтобы все казалось преднамеренным. А намерение меняет все. Потому что случайности не повторяются так чисто. Совпадения не складываются идеально. И тишина не кажется такой громкой, если только она что-то не скрывает. Теперь фокус смещается с видимого на то, что было тщательно удалено. Что было вырезано? Что произошло между этими фрагментами? Что существовало в те секунды, которые так и не были загружены? Потому что если два отдельных видео могут ощущаться как фрагменты одной и той же реальности, то где-то существует версия, где ничего не отсутствует. Версия, где расстояние исчезает. Версия, где правда не разбита на части. И, возможно, эта версия никогда не предназначалась для показа. Но ее следы все еще здесь. В тенях. Во времени. В том, как все идеально совпадает, достаточно, чтобы вызвать подозрение, но недостаточно, чтобы подтвердить его. И вот тут все становится чем-то совершенно иным. Не просто совпадением. Не просто теорией. А контролируемым повествованием, балансирующим на грани разоблачения. И чем ближе люди подходят к этой грани, тем более нестабильным все начинает казаться. Потому что если это было спланировано, значит, кто-то точно знал, что делает. И если это правда, то это еще не конец. Даже близко. В тот момент, когда люди подумали, что достигли предела того, что можно было раскрыть, что-то снова изменилось. Не в самих видеороликах, а в том, как они воспринимались. Потому что повторение опасно для разума. Чем больше смотришь, тем больше мозг начинает заполнять пробелы. И внезапно то, что когда-то было пустым пространством, начинает казаться занятым. Этот угол комнаты, он больше не выглядит пустым. Эта тишина, она больше не звучит тихо. Ощущается присутствие. И как только эта мысль укореняется, все меняется. Движения начинают перекрываться не визуально, а эмоционально. Один ролик перетекает в другой. Шаг, сделанный в одном, ощущается как ответ в следующем. Пауза в одном ощущается как ожидание чего-то, что происходит только в другом. Две отдельные временные линии, реагирующие друг на друга. Это не должно быть возможно. И все же, это кажется реальным. Люди начали составлять карту не просто покадрово, а посекундно. Совмещая жесты, позы, отслеживая направление взгляда. И они обнаружили не просто сходство. Это была синхронизация. Не идеальная. Не очевидная. Но достаточно близкая, чтобы предположить нечто гораздо более контролируемое, чем просто совпадение, как два выступления, построенные вокруг одного и того же невидимого объекта. Хис. И тут всплыла еще более тревожная возможность. Что если их снимали не один за другим? Что если их снимали одновременно, в одной комнате, при одинаковом освещении, в одинаковой форме? Но так, чтобы они никогда не появлялись вместе? Не потому, что их там не было, а потому, что так и не предполагалось. Эта идея кажется невозможной, пока не присмотришься к деталям, которые так легко подделать. Постоянство освещения слишком точное для отдельных съемок. Тени не меняются так, как должны, если бы прошло несколько часов. Даже энергия в комнате, напряжение в воздухе ощущается непрерывно, как единый непрерывный момент, разделенный на фрагменты. А затем есть самая странная часть всего этого. Пространство между движениями. В одном из фрагментов есть задержка, заминка перед началом движения. В другом случае есть момент, который ощущается как ответ, идеально совпадающий с этой нерешительностью. Причина и следствие. Но на двух разных видео. Что означает одно из двух? Либо это самое точное совпадение, которое когда-либо кто-либо наблюдал. Либо что-то связало эти моменты таким образом, который не должен был быть очевидным. Потому что если оба момента присутствовали в комнате одновременно, то разделение, которое мы видим, нереально. Это отредактированная реальность.
контролируемая перспектива. Тщательно выстроенная иллюзия, призванная показать ровно столько, сколько нужно, не показывая всего. И это поднимает вопрос, на который никто не может дать однозначного ответа. Зачем прилагать столько усилий, если только не было чего скрывать? Не что-то драматичное, не что-то скандальное, что-то личное, что-то, что вообще не должно было быть доступно публике. И все же фрагменты просочились. В том, как камера задерживается на секунду дольше, чем нужно. В том, как меняется язык тела, словно реагируя на что-то невидимое. В том, как накалена атмосфера, словно происходит нечто большее, чем позволяет кадр. Это создает парадокс. Они выглядят одинокими. Но они не чувствуют себя одинокими. И это противоречие постоянно все разрушает. Потому что люди запрограммированы на обнаружение присутствия, на ощущение, когда кто-то рядом, даже не видя его. И эти клипы снова и снова пробуждают этот инстинкт. А это значит, что либо зрители воображают то, чего нет, либо они чувствуют то, что есть. И если это второе, тогда истина не скрыта в видимом. Она скрыта в том, что было намеренно исключено. Отсутствующие ракурсы. Вырезанные кадры. Секунды, которых нет в загруженном видео, но которые явно существовали в реальном времени. Вот где кроется настоящая история. Не в танцах, не в нарядах, а в решении разделить то, что изначально не было раздельным. И такие решения не принимаются без причины. Причины, о которой не было сказано вслух. Причины, которая не была подтверждена. Причины, которые находятся прямо под поверхностью, ее невозможно доказать, но невозможно игнорировать. Потому что если бы все это было случайностью, все бы развалилось под пристальным вниманием. Но этого не произошло. Все держится слишком чисто. Слишком точно. Слишком последовательно. А это значит, что здесь был контроль. А контроль означает осознанность. Кто-то знал, как это будет выглядеть. Кто-то знал, что люди это заметят. И каким-то образом они все равно позволили этому случиться. Не полностью раскрыто. Не полностью скрыто. Достаточно, чтобы существовать в этом неудобном промежуточном состоянии, где ничто не определенно, но все кажется преднамеренным. И, возможно, в этом и суть. Потому что уверенность убивает любопытство. А тайна? Тайна заставляет людей смотреть. Пересматривать. Задавать вопросы. Сомневаться. Пока грань между реальностью и интерпретацией не начнет размываться. И как только эта грань исчезнет, становится почти невозможно определить, что было реальным с самого начала. За исключением одного. Этого чувства. Этого настойчивого, непоколебимого чувства. Что в той комнате произошло что-то реальное. Что-то, что никогда не предназначалось для показа целиком. И все же, как бы тщательно это не было разделено, оно все еще пытается снова собраться воедино.